Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня будем разговаривать о реликтах. Многим известно, я знаю, такое словосочетание, такое название, как гинкго билоба. Это растение очень старое, очень древнее. Может быть, многие пользовались препаратами, которые изготовлены на его основе. А гинкго мы знаем что это очень древнее растение, реликт, повторяюсь, и, скорее всего, застало оно и динозавров. Это последний из живых представителей этого рода, которые жили более 290-300 миллионов лет назад. То есть, скорее всего, видели динозавров. К этой же группе относятся и оленей мох, и карликовая береза, сабельник, магнолии, араукарии, секвойи. Возникает вопрос, и при чем здесь я? Это вот сразу говорю вам, это не гинкго, это моя старая груша, но черноземью есть что добавить в тот перечень, который я вам привела, перечисляя вот эти живые ископаемые, вот эти вот реликтовые растения. Итак, пойдемте смотреть. Вот это вот совершенно невзрачное растение, у меня во всяком случае. А вообще оно может выглядеть целыми полями, особенно в лесах. Вот сейчас, ранней весной, в лесах можно увидеть целые поляны, целые опушки. Вот с этой вот. И что же это? А это хохлатка. Вот такая ажурная листва у нее, такая вот рассеченная. А это вот ее соцветие. Длинная шпора, и поэтому нектаром питаться могут только насекомые с длинным хоботком. Шмели, бабочки, мухи-журчалки. Потом она цветет, и будет плод у нее небольшой в виде стручка. Может быть, я вам покажу, если будет возможность. В этом стручке будут семена с сочной оболочкой, которые очень любят муравьи. И муравьи, вот именно муравьи, и являются главным распространителем этой хохлатки. Они эти семечки будут запасать и тем самым разносить это растение, как бы рассеивать его дальше и дальше. Там в земле есть клубень небольшой, маленький, с запасом питательных веществ, который вот сейчас вот будет пополняться, чтобы следующей весной зацвести опять. Как и то же самое гинкго билоба, хохлатка является лекарственным растением. Но это отдельный разговор, мы сейчас не об этом. Это медонос. Форм его очень много. Более 300 видов встречается в природе, и совершенно разного они бывают окраса. Даже желтые есть. Если получится найти фотографии, я вам вставлю. А вот декоративной формы, где-то около 13-20 сортов используются в садоводстве в качестве декоративного растения. Мне кажется, это самая простая форма, лесная, самая распространенная. И еще я могу сказать об этом растении, что его можно охарактеризовать как весенний реликтовый эфемероид. Про слово реликтовый вы уже поняли, потому что оно очень древнее. А почему весенний, тоже понятно, потому что сейчас весна. А что значит слово эфемероид? Эфемероид – это растение с коротким вегетационным периодом. Сюда же можно отнести и тюльпаны, крокусы, пролески, ветреницы. Понимаете, да, растение вылезло, быстренько отцвело, быстренько завязало плоды и пропало. То есть я вот эту вот хохлатку через месяц, может быть, не найду вообще. От нее не останется даже листиков. И только следующей весной я ее увижу опять. Эфемероиды не надо путать с эфемерами. Эфемеры – это тоже с коротким периодом, но они однолетние. А хохлатка – это многолетник.
Поэтому она не эфемер, а эфемероид. Это растение занесено в Красную книгу многих районов нашей страны и за рубежом. Предпочитает светлые леса, селится на их краях. И так как она в Красной книге, понимаем, да, что это редкое растение, может быть даже исчезающее, поэтому его бы надо поберечь. Я вот у себя посадила, пусть он размножается. Я посадила его под грушей. Она здесь мне не мешает совершенно. Тем более вот весной она меня порадовала и исчезла до следующей весны. Маленькая губа, шпора и вот такая вот ажурная листва. То есть, как понимаете, нам тоже есть чем гордиться. У нас тоже есть реликты, которые, может быть, видели динозавров. Всего вам доброго. Сохраняйте эти растения. Помните, что они очень долго живут. И если мы не будем им мешать, проживут еще дольше. До следующей встречи. С вами была Марина.